На рисунке изображены тела 1 и 2, соединенные невесомой и нерастяжимой нитью. Масса тел М1 равно 1 кг, М2 равно 4 кг, соответственно. Определить его ускорение системы и силу натяжения нити. Задача известна. Масса тела М1 равно 1 кг, масса тела М2 равно 4 кг. Нужно определить ускорение и силу натяжения нити. Это тело М2, здесь тело М1. Задача не указана, что существует трение, значит здесь трение учитывать не будем. Так в данном случае определим те силы, которые действуют на тело М1. На тело М1 действует сила тяжести P1 и наверх сила натяжения нити Т. Здесь тоже действует сила натяжения нити Т, которая создает ускорение тела М2. Здесь отсутствует трение, поэтому для второго тела будет просто ускорение создавать сила Т. Т равно, согласно закону Ньютона, второго, М2 умножить на А. Ускорение для этой системы будет одинаково как для тела первого и для тела второго, потому что нить нерастяжима. Для тела М1, для массы М1, ускорение создает разницу этих сил. P1 будет больше, чем Т, поэтому система будет двигаться вниз. Так запишем это. P1 – это М1 умножить на G. Отнять Т будет равно М1 умножить на А. Имеем систему двух уравнений, которые описывают движение второго тела и первого. Для того, чтобы определить натяжение нити, нужно избавиться от второго неизвестного этого Т. Можно по-разному определить это сюда и подставить его сюда, можно по-другому. Можно первое уравнение разделить на второе уравнение. Так и сделаем. Левую часть первого уравнения делим на левую часть второго уравнения. G1 минус Т и равно М2, что множится на правую часть первого уравнения, и делим на правую часть второго уравнения. Видно, что А сразу сократилось. Теперь можем освободиться от знаменателя или перекрестно перемножить. Это будет без разницы. Но, во всяком случае, освобождаемся от знаменателя. Общий знаменатель здесь будет М1G минус Т, что множится на М1. Сюда идет дополнительный множитель М1, а сюда весь этот знаменатель сюда. Итак, записываем Т, что множится на М1, равно скобочка М1G минус Т, что множится на М2. Теперь нужно открыть скобки, перенести неизвестные в одну сторону, известное в другую. Открываем скобки. Т1 равно М1 на М2 и на G, и минус Т, что множится на М2. Неизвестное является здесь Т, переносим его в левую часть, со знаком, конечно, перейдет с плюсом. Итак, Т1 плюс Т на М2 равно М1 на М2 и умножить на G. Вынесем за скобки Т, получим М1 плюс М2 равно М1 на М2 и на G. И теперь уже Т легко определяем. Т равно М1, что множится на М2, делить на М1 плюс М2 и множится на G. Теперь можем подставить эти значения, которые у нас есть. Сила натяжения нити будет равна М1 это 1 кг, множится на М2 4 кг, делить на, сразу подставляем сюда 5 кг и множится на 9,8 метра за секунду в квадрате. 1 кг здесь сократится, останется 4 пятых на 9,8. Так получается Т равно. И единицу писать уже не будем, напишем 4, что множится на 9,8 килограмм на метр. Секунды в квадрате идет вниз. И в знаменателе будет пятерка. Мы получим 7,84 ньютона. Сила натяжения нити будет равна 7,84 ньютона. А теперь осталось определить, чему будет равно ускорение. Можем его определить из первого уравнения. Т равно М2 умножить на А, ну а отсюда, естественно, будет равно 5 делить на М2. Итак, 7,84 ньютона делить на М2. М2 4 килограмма. Ньютоны раскладываем. 7,84 килограммы на метры. Секунды в квадрате сразу пойдут вниз, и что внизу 4 килограмма. Килограммы сократили, получили метры за секунду в квадрате. Ускорение будет метр за секунду в квадрате. Итого получаем 1,96 метра за секунду в квадрате. Итак, сила натяжения нити 7,84 ньютона, а ускорение, которое имеет оба тела, 1,96 метра за секунду в квадрате.